Так, у Мелиссы уже, ну, по моим подсчетам, 68-й день родов, беременности. Ну, обычно она рожала примерно на 68-й день. Последние 2 дня она практически не отпускается. Постоянно за мной ходит. Постоянно ко мне ложится. Прям тащит меня на кровать, чтобы я легла. Мелисса, у меня дела есть. Понимаешь? Она прям ходит, я так ухожу, она начинает мяукать, зовет меня. Я прихожу, прыгает на кровать, мяукает, чтобы я тоже легла. Моя девочка. Ну, я могу так предполагать. Я знаю начало спаривания, когда уж она забеременела, не знаю, но по идее, если от начала спаривания смотреть, то сегодня 68 день уже. Так что лежим, наглаживаю, вижу, что периодически у него живот уже напрягается, то есть он такой мягкий становится. Погладить животик, погладить животик, кошечки. Как бы скажи, поулечься. Малыши прям, кажется, так выпирают. Давайте вам сегодня, раз начали с Мелиссы, расскажу про всех мейн-кунов, которые у меня есть. А то даже постоянные зрители уже запутались, кого я оставляла себе, кого нет. Как вообще все это началось. Но вообще началось все с куна. Черный мейн-кун. Я чуть попозже сейчас дойду до туда и покажу. Но, собственно, чтобы понимать все, кто от кого, тут главное вот понимать Мелиссу. Потому что она первая девочка, которая в разведении у меня появилась. Именно в разведении, прошу обратить внимание. Я всегда мечтала о красном мейн-куне. Ну вот, как Мелисса, то есть такие рыжие называются красными. Я долго очень выбирала питомник, наблюдала за разными питомниками, за их работой, кто у них там рождается, чего. И, наконец, решилась, написала в питомник. И тогда Мелисса еще не родилась, но была кот и кошка, от которых я хотела, именно от них я хотела котенка. Они сказали, что да, вот она беременна, должна родить. И когда родился котенок, ну, мне просто нужно было понимать, есть там девочки или нет, потому что хотела именно красную девочку. А тогда это еще было не так часто, и сложно было найти именно красного мейн-куна девочку, мальчиков, да, а с девочками почему-то как-то проблемка была. И мне сразу заводчица написала, покупала я в питомнике Blue Ridge. Это сейчас не реклама, это просто для информации, где я брала. И у меня почти все, ну, это все второго мейн-куна, который я покупала себе в разведении пацана, тоже оттуда. И когда родилась Мелисса, я на тот момент только вот родила, я. Вот, и мне сказали, что есть там девочки. Девочки всего 2, помет тоже был многоплодный, по-моему, там было то ли 7, то ли 8 котят. То есть мать у нее такая же, как она, очень многоплодная. И я сразу забронировала, то есть еще не видя, какие там котята, сразу забронировала, там внесла предоплату, и дальше уже у меня было право первого выбора между 2 девочками. Я выбрала Мелиссу. И так совпало, что помет был на букву М. То есть, и когда я выбирала, ну, котенка, так я уже внесла предоплату, когда мы давали имена, она сразу спросила, как хочу назвать. А я вообще, мне Мелисса очень нравилось имя, я хотела так свою дочку назвать, но как-то остальные все участники процесса и папа Алисы, и, в общем, мои родственники были против. Не очень разделяли мою любовь к таким именам. Мне там всякие нравились Мелисса, Хлоя и так далее. Ну, в общем, в итоге Алиса родилась Алисой, мы ее назвали. А потом Мелиссу я назвала уже Мелисса, как и мечтала назвать дочку. Так появился просто мейн-кун моей мечты. Крупная кошка. Еще там прикол был в том, что я искала именно очень крупную кошку. В таком как у собак говорят, в кобелином типе, то есть в типе самца, то есть такую прям мощную. Она действительно, ну, видите, она очень крупная, классная. Так появилась Мелисса. Это прям, ну, мейн-кун, о котором я мечтала, красный, все прям как я хотела. Да, мою девочку. Прошу прощения, я не поняла вас. Ну, со мной Сири разговаривает. Да? Не знает, как уже улечься своим пузиком.
А вот, собственно, Барби. Это дочка Мелиссы от самого первого помета. Чего ты щуришься? Сейчас Мелисса и Барби живут в этом доме вместе со мной и с ребенком, потому что здесь живет Лорд. Это кот, которого я приобрела в том году. Как раз на тот момент было 3, сейчас 4 мейн-куна своих кошки. Я поняла, что я больше не хочу каких-то искать там вязки и все остальное, что хочу своего кота, чтобы он у меня дома был и все дела. И, собственно, в том же питомнике приобрела Лорда. А сейчас девочки живут здесь, потому что они обе спаривались с Лордом. Барби я оставила, потому что, я думаю, видна разница между окрасом Барби и Мелиссы. Барби, она такая прям уже вся красная-красная, более яркая. Я когда ее увидела, поняла, что, боже, эту кошку я прям искала. И, не смогла, в общем, не оставить, оставила ее себе. Это самый первый ребенок, получается, Мелисса. Там было просто апельсиновое царство. Надеюсь, в этот раз будет так же. Родила на 9 котят, выжила 7. У нее почему-то всегда из помета выживает 7 котят. Она 2 раза рожала по 9, и 2 раза 7 выживали. Хотя, конечно, бывает по-другому. У нее было так. И Барби уже была мамой в том году. Барби уже 3 года. В том году она была мамой, она родила 3 котят, от нее я себе никого не оставляла. А Мелисса родила год назад, то есть Мелиссе уже, получается, 6 лет почти. Мелисса первый раз родила Барби, потом у нее был 2 года перерыв, и я ее не сводила ни с кем. Потом были котята уже после Барби, которых я тоже одну девочку оставила себе, но потом у меня оказалась еще 2 девочка. Сейчас я их покажу, чтобы у вас было понимание по мейн-кунам. Лорд красавчик, понятное дело. Ходит тут, умывается, кот разноглазый кот красивый, да, с голубыми. У него один глаз голубой, второй глаз желтый. Он еще молодой, ему только недавно исполнилось год, красавчик. Когда я еще покупала Мелиссу, я видела работу питомника над котятами с голубыми глазами, потому что у мейн-кунов нет этого в породе, только у белых. А так, чтобы просто был голубой глаз, у них этого нет. У них водили это через алтайскую породу на протяжении 10 лет. В общем, велась работа. И когда я тогда интересовалась, еще были мейн-куны не крупные, а сейчас уже прям тоже 5-е, по-моему, поколение. И у меня Лорд разноглазый, один глаз у него голубой. И получается так, что когда у меня родили Мелисса и Барби своих котят год назад, я продала всех котят и, собственно, купила себе Лорда. Не всех, 2 оставила себе, остальных продала и купила себе Лорда. Потому что очень хотела этот голубой ген, безумно хотела мейн-куна красного с голубыми глазами. Разноглазый, как по мне, еще интереснее. У него ген этот доминантный, то есть половина детей он должен давать либо разноглазых, либо с голубым глазом, да, красавец? Посмотрим, в общем, что получится. Так, теперь переместимся в другой дом, покажу других мейн-кунов. Как пройти мимо этого кота? Как пройти мимо этого кота? Как пройти мимо этого кота? Провожаешь меня, да? Погода хорошая, холодно, снежочек, да? Так, и здесь мы попадаем к прекрасным 2 принцессам, да, это у нас Ная, которая изначально я оставляла себе с прошлого помета Мелиссы. Это ее дочка, да, я очень хотела голубокремовую девочку, она к тому же еще полидактная, потому что Мелисса садила с полидактным котом. У нее, видите, многопальцевость, очень мне нравятся полидактные мейн-куны. Для мейн-кунов конкретно полидактия совершенно норма, то, что это раньше считалось, не принималось ассоциация, это отдельный разговор. Если говорить про природную норму, то большая часть мейн-кунов как раз-таки полидактные. Это помогает им лучше охотиться, таких кошек раньше больше брали на суда, и также они легче перемещаться по снегу. Поэтому, лично для меня полидактный мейн-кун — это как раз-таки показатель породы. Я ничего не против имею, естественно, у меня большинство мейн-кунов не полидактные, но мне очень нравятся полидактные. Это Ная. И изначально я планировала себе оставить одну кошку. И я, собственно, ее себе оставила, потому что по окрасу голубокремовая черепашка, такая вся красивая, хорошая, да. В этом году, хотя им уже год и можно сводить, но я не хочу, я попозже хочу сводить. Пусть она еще подрастет, наберет массу. В общем, пусть гуляют и беззаботно живут. Это Ная. И Николь, так получилось, что оказалась у меня, ее купили, она тоже полидактная. Она полгода жила в семье, все было хорошо, а спустя полгода она начала у них писать на кровать, и мне ее вернули.
И, соответственно, ну, у меня она такого не делает, но предлагать там другим людям я уже боюсь, вдруг что-то опять пойдет не так, поэтому я просто уже оставила ее себе. Но она, кстати, была самой крупной кошкой в помете, так и осталась. Прям она очень крупная. Тоже голубокремовая черепашка. Сейчас ушко я посмотрю, что они там чешется. Так, ну и главный кун-кунище — это Кун. Его и зовут Кун. Это мой самый первый мейн-кун. Его я взяла чисто случайно. Я приехала в гости к родителям, и у меня тогда отчим работал таксистом, и он подводил девушку, она ему рассказала, что вот она просто там раздает котят мейн-куну, что у нее дома они родились без документов, девочка раздает. И он мне рассказал, такая, блин, я так хотела мейн-куна. Позвонила ей, говорю, а мальчики есть? Она такая, типа, мальчиков продаю. Что-то продавала там за 5, что ли, тысяч рублей, что-то такое. Вот, у нас есть очень популярное видео, многие вспоминают, как я выбрасываю в коробке куна, потому что все комментаторы пишут, что это не настоящий кун. Так вот, я приехала к ней, посмотрела девочек и мальчиков, поняла, что, ну, не хочу я девочку, я хочу куна. Я его, когда увидела, просто влюбилась и забрала его, и так он и живет. Он кастрат, без документов, как я уже говорила. Вот, уже, господи, 8 лет, и живет себе прекрасно, обожаю его. Он, кстати, кроет кошек, когда сильно надо. Ну, типа, когда кошки начинают приставать, а я не собираюсь их вязать, он помогает им. Хороший кот, офигительно красивый, несмотря на то, что у него нет кисточек, у мейн-кунов это допускается, то, что у него нет документов, он от этого не меньше мейн-кун, да? Ты же мой красавец. Прекрасный кот вообще просто. Очень мне с ним повезло. Надо его, конечно, в ближайшее время буду, скорее всего, отвезу его, чтобы профессионально отмыли, вычесали, потому что сама уже не справляюсь, только его вычесываю, хочется отмыть, потому что, ну, все-таки кот, и он гуляет на улице, что прям такой блестящий был. Ну и в тему мейн-кунов как раз хотела рассказать про вот эти наши прекрасные витамины Проактив и немножко показать их, потому что вижу вопросы по поводу наполняемости. У нас заявлена масса 100 грамм. И получается, что этот состав, эту банку действительно заполняемость идет неполная. Она идет наполовину. Ну, потому что в эту банку при желании можно было там 150-200 грамм вместить, но у нее 100 грамм. Так что не пугайтесь, когда получаете то, что мне уже писали, что типа банка наполовину заполнена. Это нормально. Вот, и сейчас я пойду это давать Мелиссе. Вообще, Проактив для чего оно нужно? Проактив — это для опорно-двигательного аппарата. То есть, например, Фрост у меня на постоянном Проактиве, потому что у него короткие лапы. Для таких пород это, ну, очень актуально. Он рассчитан для всех млекопитающих, для собак, для кошек. Я даже крыскам даю, потому что у крысок с возрастом, например, часто появляются проблемы с лапами, и поэтому я решила не ждать этих проблем, а сразу предотвращать. Ну и учитывая, что, как и в сегодняшнем ролике рассказала, у меня мейн-куны. Мейн-куны — это очень крупные кошки, то есть у них очень крупный костяк, тяжелый костяк. И, конечно, им суставы нужно поддерживать. Не надо ждать, пока они там начнут испытывать какие-то боли, когда они уже не могут найти место. Вот эти препараты, как раз, если уже даже начались проблемы, если увидеть, что животное там постоянно мечется, и в отзывах часто пишут про то, что начали давать коту, которому там уже 14-18 лет, и он как молоденький начал носиться. И именно потому, что у него снялись боли, и вы начали помогать его суставам. Вот. Но лучше не ждать 14-16 лет, а начинать поддерживать хотя бы курсом, хотя бы сезонно. У меня мейн-куны я часто даю вместе. У меня так уже просто сложилось. То есть часть времени они на мультивитаминах, часть времени они на витаминах для шерсти. Вот сейчас как раз на витамины для шерсти, потому что сейчас, ну, я подстроила всех, по большей части, под Мелиссу в этом доме. Кстати, лорд. Потому что произошла уже, естественно, сильная линька зимой, сейчас они будут обрастать, и поэтому для кожи и для шерсти самое то. Ну, плюс у Мелиссы беременность, почти всю беременность она была на мультивитаминах, а сейчас для кожи и для шерсти, потому что я вижу, что у нее идет реакция кожи на беременность, на всю, понятное дело, гормональные изменения. Ну и, естественно, суставы я и всю беременность поддерживаю, продолжаю поддерживать Проактивом, потому что, ну, мало того, что эта кошка. И так, сами все мейн-куны очень крупные, громоздкие, и на суставы очень большая нагрузка, так еще и беременность. Вот так это для здесь мейн-кунов, это для шерсти. 2 раза в день я заполняю миску примерно, и как раз по одной кладу ложечки, чтобы на 2 котов хватило. Это Проактив. Достаточно. Вот.
в такой комбинации они едят. С проактивом совмещать все витамины можно, но, например, мультивитамины, витамины для шерсти совмещать нельзя. То есть либо то, обычно курсами. Я обычно продаю курс, одну банку, в моем случае 2 банки, потому что у меня больше котов, например, в этом доме, и перехожу обратно на мульти. Потом опять возвращаюсь для кожи и шерсти. То есть, смотрю опционально, когда, собственно, что больше нужно. Также Мелиссия проактив и для шерсти. У нее, возможно, для шерсти будет 2 курса. Вообще меня там часто спрашивают, какой курс нужно давать. Но нужно всегда смотреть по состоянию. То есть, если вы видите изменения, если видите, что хорошо, но еще видите, что продолжается там линька или еще какие-то проблемы с кожей, то, естественно, стоит продолжить давать еще для кожи. Видите, прекрасно она ест с витаминами. Для кожи и шерсти. То есть у Мелиссы, я думаю, сейчас для кожи и шерсти, учитывая, что она будет еще выкармливать, у нее будет примерно 2 курса. Ну, а проактив у нее сейчас на постоянке, пока она будет кормить. Просто у нее еще во время кормления я еще добавлю ей пробио наш, потому что там кальций, а он ей будет очень даже нужен. Плюс пробиотики. Возможно, просто буду с проактивом комбинировать. Либо, день так давать. Ну и раз пошла такая пляска, так сегодня подробно рассказала про эти витамины, давайте дам вам на них скидочку на Озон. Промокод будет указан в описании. Скидка будет 10% на эти 2 состава, на Forent Skin и на Proactive. Они отлично, как уже сказала, комбинируются. Я всегда, я Proactive практически у своих животных не убираю из рациона, потому что у меня все животные крупные, грузные, с какими-то определенными могут быть проблемами с опорно-двигательным аппаратом, поэтому у меня они на постоянке. Так что 10% скидка для вас будет. Вкусненько, да? Потому что вижу я, что оно началось с того, что они спаривались, когда с лордом он ее пожмакал везде и за уши, и за все, и у нее шерсть, естественно, там укоркой покрылась, подвыпадала. И сейчас под конец уже беременности у нее начались здесь небольшие залысины. Сейчас я ввела именно для кожи и для шерсти, потому что, собственно, я ее уже знаю, что ей это поможет.